Приветствую, дорогие друзья, на канале Гильдии Рассказчиков. Мы с вами продолжаем The Long Dark. В прошлой серии мы с вами спустились с вон той скалы где-то там и нашли нашего уже знакомого Мафусаила. Сейчас я соберу I need грибочки to drop something. и мы продолжим путь. Наша дорога должна привести нас сюда, в потерянный рай. Мы находимся где-то здесь, и куда идти, я не имею ни малейшего представления. Запас небольшой еды и воды у нас есть, поэтому смело отправляемся в путь. В прошлый раз мы еще собрали все, что можно собрать с вот этого господина оленя. И поэтому, поскольку у нас есть свежие кишочки, то на нас могут открыть охоту волчонки. Здесь мы видим какую-то табличку, кучу кроликов, но тратить время на кроликов я не хочу, а грибы соберем. Шиповник у нас работает как обезболивающее, а грибы как помогают, я не помню, но тоже что-то полезное. Вот и шиповник. На табличке пишут... Я так понимаю, это вообще была развлекательная местность, здесь занимались альпинизмом, но, судя по записке, которая была в парке, администрация вывесила запрет на данное занятие, так как случился несчастный случай. Случился случай, да. Вот, мы нашли какую-то пещеру, здесь есть спальный мешок, здесь есть рюкзак, в котором есть спички, еда, таблетки и дрова. А что еще есть в этой пещере? Ну-ка. Все. Ну, еще это хорошее укрытие от ветра. Здесь не дует ветер, и в целом температура воздуха... Нет, здесь, конечно, холодно. Здесь холодно. What have Спальный we here? мешок имеет 76% целостности. Сейчас мы его сравним с тем, что есть у нас. Если что, поменяем. Так, где наш спальный мешок? Скажите, пожалуйста. Не вижу. Спальный мешок. Ага, вот. У нас 82. Наш спальный мешок лучше. Брать его я с собой не буду, потому что он тяжелый. Нужны ли мне дрова? Ну, посмотрим на вес. 37 из 35, 2 килограмма перевес. Ну, возьмем. Сейчас где-нибудь, да, пригодится. Запалим огонек. Если что, можно в этой пещерке переночевать. Опять же, иду наугад. Иду просто вперед, иду, чтобы идти. Там вон тоже какой-то знак. Я слышу завывание волков где-то вдалеке. И здесь вообще, судя по всему, особо идти некуда. Давайте глянем, на что нам знак указывает. Ага, стоп. Это скала, с которой мы спустились, упали. Так сказать. Значит, я просто обошел по кругу. Хорошо. Как раз знак нам указывает, что здесь альпинистские занятия. Вон тот костер, у которого мы отдыхали. Да. Хорошо, допустим, нам просто куда-то туда, куда-то прямо.
Сейчас я, чтобы опять не пойти по кругу, здесь что-то похожее на дорогу, по ней и идем. Идем за кроликами, так сказать. Указатель показывает, наверное, на то, что там как раз таки этот лагерь альпинистов. Там, откуда мы идем. Уже начинает вечереть. Но я надеюсь, мы успеем себе найти какое-то укрытие. Конечно, всегда можно вернуться в пещеру, но возвращаться не особо. Вау, как красиво и как смертельно опасно. Ну, я бы не рисковал. Хорошо, хорошо. А где же выход? Как выйти отсюда? Не говорите, что здесь только можно сюда спуститься и подняться по этому невероятному тросу. Температура воздуха пока нас не достает, но падают другие показатели, а именно голод, жажда и усталость. Но это все ничего. Самой главной проблемой станет скорое наступление ночи, и лучше бы нам куда-то продвинуться. Прошло сохранение. Это значит, возможно, мы куда-то типа в правильном направлении идем, я не знаю. Я не уверен, что персонаж сможет туда вылезти. И не уверен, что там есть что-то, но я попробую. Серьезный такой уклон, да, подняться туда нельзя. И мы видим такой значок уклона опасный, можно здесь поподворачивать себе ноги. Подняться сюда нельзя. Мафусаил, почему ты не подскажешь мне, в какую сторону нужно идти? Мы можем, конечно, выкинуть тут капкан для кролика и просто лечь спать в пещере. Можем расстелить спальный мешок прямо здесь, возле костра, и спать здесь. Нет, Мафусаил больше с нами не разговаривает здесь. Да, хороший вопрос, куда же идти. Я сейчас опять буду ходить кругами. Так, давайте взглянем еще разочек на карту. Нам сюда, да? То есть где-то слева от нас. Слева от нас должен быть. Да, где-то в том направлении. Где-то там. Должен быть потерянный рай. Но там тупик. Неужели вы хотите сказать, что мне надо теперь подниматься наверх? Я не поднимусь здесь. Неужели вы хотите сказать, что спускаться сюда было ошибкой? Может, здесь можно пройти куда-то? Ну да, куда-то в тупик, судя по всему. Поваленное дерево, вылезти туда можно? Если можно. Но похоже, что нет.
Да, конечно, не радостно. Не радостно. Ну чё, тогда жрем, пьем, выбрасываем лишнее и вверх. Там наверху я, по-моему, выбрасывал воду, потому что тоже было слишком тяжело, поэтому воду можно будет выбросить хоть всю. Это бросить. Нет, высушенную кожу я бросать не буду. Что мы еще бросим? Ну, палки можно бросить. Тучек 10. Так. Ну, дрова можно бросить. Вот это можно бросить. Так. Есть. Есть. Getting kind of thirsty. Ну и пить. Что по статусу рюкзака? Рюкзак в порядке, можно пробовать подниматься. Сейчас следим за усталостью рук, потому что, скорее всего, нам придется остановиться на самую вершину, он может и не вылезти. А может и вылезти. Давай. Уилл, давай, давай. Так, повысилась усталость, появился риск растяжения. Есть. Ну все, теперь я настоящий альпинист. Сумел не только спуститься, но еще и подняться. Вообще замечательно. Подождите. А это, возможно, и не тот трос, который мы привязывали. Возможно, это другой. Потому что я не вижу здесь выброшенных предметов, которые я выбрасывал, чтобы спуститься. Усталость очень сильно упала. Ну, конечно, мы видим такое опасное дерево, нам определенно туда, но на всякий случай я взгляну на карту. Типа вот так как-то пройти. Других дорог в принципе здесь нет, поэтому пойдем по дереву. В первой серии у нас уже был подобный опыт, так что теперь уже не страшно. Пробрались, пробежались, хорошо. Я надеюсь, что здесь тоже есть какая-нибудь пещера или что-то тому подобное, где можно будет спрятаться, потому что усталость уже почти Водопад. Как гудит. Не, ну здесь я точно не был, значит это не та скала, с которой я спускался, это другая скала. Еще один олень. Тигра оленями прям балует. Что у тебя есть? Ну, я не хочу. Не хочу тратить на это время. Пока еда есть, пока мы от этого не страдаем, а вот найти нам нужно как раз таки место для отдыха. Красиво. Вот, так.
Вот эту штуковину можно есть. Ее здесь достаточно много, можно насобирать. И она, кстати, не портится, в отличие от продуктов обычных. Тут еще больше шумно. Как будто бы этот водопад прям на голову льется. Если что, помним, у нас есть кофе, который можно выпить и продлить наше бодрствование. Да, тут тоже еще один поток водопада, он более сильный, чем предыдущий. Давайте даже вот так вот сделаем. Здесь, в этом конкретном месте, не дует нам ветер. Так. Шиповничек. Ну, мы куда-то пришли, здесь есть пещера, что уже хорошо, здесь можно будет спать. И это выход из Милтона. Да, мы все-таки нашли правильную дорогу. Назад можно вернуться туда, в Милтон зайти. Здесь наша пещера встречает сразу дровами. Давайте не будем жадничать, включим лампу. Лампа у нас в плохом состоянии, у нее там 30 с чем-то процентов целостности, и я уже посмотрел, лампу можно чинить с помощью металлолома. Так что, если найдем металлолом, можно будет его использовать. Такая стрёмненькая пещерка. Хорошо, что есть лампа. Без лампы тут было бы плохо. Не совсем понятно, куда идти. Здесь уголь. И похоже, что здесь тупик. Значит, идем сюда. Я думаю, по-любому в этой пещере стоит остаться на ночь. О, кролик. This'll come in handy. Он немножко почти испортился. Мы его возьмем. Я надеюсь, здесь он, бедолага, провалился оттуда сверху. Почти испорченный кролик. Я надеюсь, здесь мы не встретим волков. Ну а если встретим, то, надеюсь, они тоже Too провалятся откуда-то сверху и не смогут оказывать сопротивление, как минимум. Так, я сейчас... Нам нужно найти какой-то намек на выход хотя бы. В пещере по-любому тепло. Сейчас мы это проверим. Ой, персонаж.
Минус 3 градуса в пещере, но учитывая нашу тепленькую одежду, то вполне себе хорошо. Угля целая куча. Можем кузню свою открывать. I'd lay down right here if I thought I'd ever wake up again. Сейчас приляжем поспать. О! Дрова и факел. Прекрасно. Усталость прям критическая уже. Из-за этого нельзя бегать, но ничего страшного. Бегать по пещерам опасно. Вон, кролик уже добегался. И мы нашли выход. По-любому до утра остаемся в пещере. Сейчас можно еще там поразбирать типа кролика. Всякой фигней позаниматься, пока светло. Но чтобы лечь спать попозже и проснуться уже ближе. Да, не будем покидать эту пещеру. Давайте-ка мы сделаем вот так, уберем. Разберем нашего кролика. Он у нас во вкладке «Еда». Собрать. Можно даже руками. Но опять же, начнем давайте с кишков, так как они... Ой, 40 минут. А, ладно, куда спешить? Вся ночь впереди. Отлично. А теперь во вкладке «Крафт» бросить. Я уже столько этих животных понаразбирал, и на самом деле ничего из этого не использую. У нас, кстати, есть металлолом, который можно использовать для починки лампы даже с собой. Это хорошо. Это хорошо. Но для того, чтобы чинить, необходим как минимум свет, а может быть и верстак. Короче, не все так просто. Может еще какие-то инструменты. Это же все-таки работа с металлом. Еще 40 минут на шкуру. Есть. Тоже выкинуть. Тоже выкинуть. А где ты? Где шкура? Есть. И сам кролик. Само мясо, то есть. Все, наступает глубокая ночь. Сейчас будет критически темно. Поэтому мы расстилаем. О, а где? Где тебя можно? Так, давайте не так сделаем. Свет. Источники света. Давай-ка. Поставили. Хорошо, так, теперь. Да ладно. А, не, вот можно положить. Отлично. Спальный мешок. Давайте поспим 6 часов. Сейчас он там проголодается, потом надо будет попить. И потом продолжим спать дальше. Да. Так все и случилось. Помним, что нам нельзя допускать голода, так как бонус за то, что мы хорошо кушаем, а у нас дополнительная I could use a drink. грузоподъемность. Хорошо кушаем и хорошо пьем. Ой, у нас, кстати, очень мало воды.
Скоро придется топить огонек. У нас вот еще есть, конечно, там чаи, кофе, но воды мало. Давайте еще 5 часиков вздремнем. А мало воды у нас из-за гор. Эти горы заставили выбросить воду, так как подниматься с водой очень тяжело. Поднять. Все, ты же выспался? Ну, почти. Так, источники света, давай-ка. Зажигай! Есть. На 11% за это время успело просохнуть наши остатки от кролика, и мы выходим на уличку. Раннее утро, сейчас goodness. должно быть прям Made it холодно. through. Ёлки-палки. О, вот этого вот я не ожидал. Офигеть. Медведь так медведь. Благодарность. Это что, игра закончилась? Да ладно, не рассказывай. Это, наверное, первый эпизод закончился. Так, эпизод второй. Ну давайте ко второму эпизоду. Какая у нас музычка, волки бродят. У нас явно появится новый знакомый, если мы, конечно, сможем его спасти от медведя, а то там такая неравная схватка. Too much stuff to carry. Такс. Все, мы уже в хижине какой-то. Отогреваемся. Да, ладно, ты не успел замерзнуть. Ты всю ночь проспал в теплой пещере. Hey, Damn it. Not again. Not the lights. hey. Ah! All good. Ого. Easy. Take it easy. Дяденька чутко на нервах. Распереживался от медведя. Who are you? Name's Mackenzie. I'm the one who saved you from the bear. You kill it? I don't think so. But I hit it. Maybe scared it away. Not the way you shoot.
Glad your memory's coming back. Shit. He caught me good this time. This time? Yeah. Me and the old bear go back a ways. There's unfinished business between us. I bandaged you up, but you're in bad shape. Is there anywhere to get medical help? What? You mean like a hospital? Out here? Nah, nothing like that. I see you have a radio. Can we call for help? No. Radio's been dead for the past few days. I can't raise any of the usual channels. I'm not sure why. Well, you'll need some stronger meds to avoid infection. And for the pain. You some kind of doctor? No. But I've been around doctors enough to know you'll be in trouble soon. Unless you get some better help than I can give you. Yeah. Right. Well... closest help is probably in Milton. Back the way you came. There's nobody left to help you there. The town's pretty much deserted. There was a fire and... Damn. The next town's days away. I'm wrecked. But if you leave now, you might be able to... You won't last days like this. Must be another way. There's someone who might help. But we can only reach them by radio. So, we're back to where we started. There's got to be somewhere nearby that might have medical supplies, or another radio we can use. You might find some comms gear, or parts, in the old Carter Dam. It's probably ancient stuff, though. That place has been abandoned for years. It used to have a first aid room. Might still be some old meds there, too. Something strong enough to maybe numb this pain. Hang in there. I'll be back as soon as I can. Wait. Wait. The old bear. He's still out there. He'll be wanting to finish the job. Okay. Here. Take my rifle. You won't kill him, but you might scare him off again. Right. Watch out. The dam. Unstable. Wait, what? What do you mean unstable? Такс. Damn it. He's passed Наш, out. наш новый знакомый — это некий охотник, который завел соревнование с медведем, кто кого первый замочит. Пока никто из них верх не держал. Наша задача помочь ему выжить, а значит нужно найти либо лекарства, либо детали какие-то к радио, чтобы оно начало работать. Этот старик дал нам свое ружье, разрешил попользоваться, не знаю, всегда или на время. Давайте приготовим нашего кролика и натопим чутка воды. Но сначала кролик. Сначала кролик. Возьмем патроны. Осмотримся в целом. Верстак. На I can barely верстаке, walk with кстати, this much можно... gear. Кстати, можно... О, есть фонарь. Этот фонарь гораздо лучше, чем тот, который у нас есть. Поэтому тот, который у нас есть, мы попросту оставим, а этот возьмем. Так, где ты? Фонарь, 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 фонарь. Ой, нет, это таблетки. Где фонарь? Я ослеп. Не вижу совсем. Совсем не вижу фонаря.
Так, есть другой метод. Вот так, поставь, пожалуйста. Есть. А это возьми, пожалуйста. Отлично. На верстаке у нас можно делать капкан. Приготовился. Так, вода. Можно просто растопить, не ждать, пока закипит. Воспользуемся таблетками. Не зря же нам дает их игра. Сейчас день, Feels like a lot of gear. свинина. Но сюда мы еще по-любому вернемся, пока у нас достаточно еды и проблемы с весом. Поэтому я не буду забирать там свинину, еще что-то. А проблемы с весом у нас наверняка из-за ружья, потому что ружье весит, так скажем, хорошо весит. Пока я больше ничего полезного в этом доме не вижу, кроме этой банки свинины. Так, давайте глянем на наше ружье. Сразу зарядим его. Все патроны, которые у нас имеются, они в ружье. Так. Ну, почему ты не хочешь целиться? Так, забирай. Не питьевая вода. Забирай. Сейчас мы воспользуемся таблетками. У нас же были таблетки для воды, я точно помню. Не то. Я же не мог. Вот они. Очищаем воду. И все, отлично. Теперь у нас пол-литра питьевой воды. Что ж, давайте глянем еще, какую еду мы можем выбросить. Точно можем выбросить кролика нашего. Пускай он сохнет. Зачем нам в рюкзаке лишний запах мясной, правильно? Правильно. Металлолом тоже здесь можно бросить. Уже будет полегче. А вот это тоже бросаем. Все. Остальное пойдет. Но здесь у нас еще на 3 килограмма ткани. Ткань можно выбросить. Можно даже не выбросить, а починить. А, подождите. Чинить. У нас все в хорошем состоянии. Прям замечательно. Чинить ничего не надо. Ткань, значит, пока бросаем. Ну, давайте не все, а штук 5 себе оставим. Вот так. Ткань — это хороший ресурс. Мы к этому дядьке еще по-любому вернемся, потому что ему надо помогать. Все, отправляемся в путь. Сейчас глянем еще раз, что у нас по That весу. trapper's my key to getting out of here. He'd По better not весу die on me. 38 из 30 килограмм, но бегать можно. Обыскать контейнер. Еще патрончик. Отлично. Все, взял. Так, он не хотел целиться в доме. Здесь целиться можно.
Видим, справа внизу у нас индикатор прицела. Сейчас посмотрим, что будет, когда он закончится. Ага. Ага, он устал и перестает целиться сам по себе. И чем дольше целишься, тем он начинает шатать прицелом. То есть тут попасть тоже не так легко. Давайте, раз такое дело, раз мы теперь обосновались около этого домика на ближайшее время, сейчас выйдем вот к этому дереву. Ну, где-то здесь. И поставим здесь ловушку вот здесь, возле травки. На кроликов. Капкан. А почему, собственно, нет, да? Как это сделать? Вот ты капканчик. Давай. Оп. Будет пробегать кроль. Пока мы ружье уберем, дабы убрать вероятность случайного выстрела. Березовая кора — это новый предмет, он тоже для чего-то полезен. По-любому можно что-то делать из нее. Давайте взглянем на карту, есть ли отмечено место, куда нам нужно идти. Нам нужно идти в сторону ГЭС. Ага. Ну да. А как туда идти? Это хороший вопрос. Запомнили, что прямо по выходу, по курсу выхода из домика, там у нас стоит капканчик. Здесь такой маленький домик. Есть Think I can дрова. use this. О, взял дрова и все, и бежать нельзя. Ну ладно. Нас ждет дальняя дорога. This gear's starting to slow me down. Ладно, давайте повыбрасываем что-то. Палки всякие. Все, что касается топлива. Ага, у нас 6 таких дров. Давайте бросим их. Бросить все, потом там соберем. У нас там есть палочки, одна палка дров. Нормально. Если бы я знал точно дорогу, было бы хорошо. А так я опять иду, так сказать, интуитивно. Вот там летают вороны. Там кто-то лежит, значит. И нужно это осмотреть. Топорик. Just what I need. 59%. А наш топорик?
А наш топорик, а наш топорик. 74. Наш лучше. Подожди, а я тебя обыскал вообще или нет? Не обыскал. Hope nobody needs this anymore. Патрон. Парочка патронов запасных у нас есть. Опасный склон. Заиграла музыка. Это значит, мы в каком-то таком важном месте находимся. Ну, я так думаю, по сюжету. Или близко к нему. Возможно, этот замерзший человек и был важным персонажем. Поднимается ветер, но одежда позволяет нам чувствовать себя комфортным. Еще березовая кора. Да, игра ресурсами прям не обижает. Я столько всяких ресурсов оставил у серой матери, там на заправке, еще где-то. Просто повыбрасывал перед скалой. И при этом дефицита не чувствуется. А персонаж все время стонет, что ему тяжело идти. Там что-то есть или нет? Да, да, там дорога, там линия электропередач. Все, замечательно. Мы нашли ориентир. Как минимум ориентира, как максимум прям то, что ищем. Дамбу. Заваленный выход куда-то. Заваленный тоннель. Сейчас мы к нему подойдем поближе, осмотримся. Что тут вообще происходит? Ну, нет, дамбы здесь нет, но заваленный тоннель есть. Сейчас глянем, что тут. Чем тут может поживиться одинокий сталкер? Шиповником. Уже неплохо. Это, я так полагаю, конец локации. Кедровые дрова. I have to stay focused on the task at hand. Нужно сосредоточиться на главном. Нам герой говорит, нельзя туда идти. Нельзя. Надо все-таки искать то, что нас попросили искать. Давайте еще раз глянем на карту, чтобы убедиться, что мы идем верно. Так. Так. Наблюдательный пункт слева от дороги, где-то за каким-то важным домиком. Ну, по крайней мере, как минимум заметно. А то место, куда мы непосредственно идем, с другой стороны железки. То есть наша задача просто идти по пути и не сворачивать. Единственной преградой для нас могут стать волки, непогода, не знаю, что еще, голод, холод, погодные условия.
погода ухудшается, становится несколько метельно. Легкий снегопад, ветер. Гулять зимой в такую погоду, ну, наверное, одно удовольствие. Но не в таких условиях. Так сказать, без условий выживания, борьбы за жизнь. Знаете, что интересно? За время нашего отсутствия поймается ли кролик? Либо не поймается. Либо поймается и пропадет. Типа волки съедят, снегом заметет. Воу. Так. Кто ты? Где ты? Волк. Ты что, волк? Мы с тобой так не договаривались. Давай, я просто ухожу, не трожь меня. Я вижу, провода отходят в сторону, в правую. Там, значит, что-то есть. И, скорее всего, это тот дом, который мы смотрели на карте. И там можно по-любому, если это дом, то спрятаться от волка. Впереди вон еще что-то есть, но туда я не успею. А сюда непонятно. Да ладно, что ты так воешь? Я от дедушки ушел, и от бабушки ушел, и от тебя, волк, иду. Все, волк отстал, волк, короче, какой-то не особо охотник. Давайте осмотримся, что тут вообще. Озеро. Я вижу, по озеру разгуливают волки. Это прям их любимое дело. Гулять по льду. Вон раз. Вон два. За факелом. За факелом. Раз, два, три. Как минимум 3 волка. Там еще какие-то домики стоят прям на льду. Так, еще патрон. Игра прям... Так. Руководство по рыбалке. Значит, те домики это рыболовские домики, и там можно ловить рыбку. Мы нашли напитки, что хорошо. Лампа 71%, но наша тоже хорошая, так что пускай стоит. Записка о закрытии парка. Здесь был когда-то парк, и очевидно, что он закрыт. На всякий случай мы возьмем с собой, но ничего важного эта записка нам не дает. Да ладно, взял записку, и так тяжело резко стало. Крекеры. Я думаю, что уже наступает вечер. Сейчас мы посмотрим, что есть, чего нет в этом домике. Здесь же и заночуем, и потом продолжим свой путь. Так, ключ от домика у озера номер 3. Здесь, оказывается, домики еще закрытые есть. Неплохо. Книга. Всякие там тарелки, бумаги, банки. Второй этаж. Меня интересует второй этаж. Что там есть? Ну-ка. Куча книг. Ящики. О, приличное термобелье. Это прям хорошо. У нас всего одна позиция была на термобелье. Теперь вот обе. Кстати, штаны четко промокли. Пока мы гуляли с вами на улице. Какой добротный сундук. Ну-ка. Штаны Корга. Игра одеждой прям балует. Чашка травяного чая. Типа здесь можно хорошенько отдохнуть.
Место загадочное озеро и окрестности. Ну, давайте так, я все это читать не буду. Вот так вот сделаю. Кто захочет, может поставить на паузу или на замедленное и это прочитать. Ну, а вообще, игра очень крутая, поэтому я прям рекомендую поиграть в нее самостоятельно. Все. Есть у нас кровати, в которых можно отдыхать, также спортивные носки, которые пойдут на тряпки. Пусто, пусто, пусто. Что, ну ничего особо... А, и вот еще ботинки какие-то. This'll come in handy. Поношенные походные ботинки. Ну, они явно хуже, чем альпинистские, это 100%. Давайте глянем на те штаны, которые нам достались. Штаны... Ага. Так у нас одинаковые штаны. Хорошо. Тогда вот эти штаны, они лучше, чем вот эти штаны. Ну, правда, они чутка типа поцарапаны. И чутка тяжелее. Ну, окей. Вообще, они имеют 0 защиты от водостойкости и 3 физической защиты. На единичку мешают бегать. А эти? Эти тоже не защищают. Хорошо, ну тогда Корга лучше. Спальный мешок 84%, а наш я не помню сколько. По-моему, тоже где-то так. Спальный мешок, спальный мешок. 81. Ну, можно поменять. 3% разница. Что, спать еще рановато, еще солнце, так сказать, высоко, поэтому можно разобрать носки. Можно собрать штаны Маккензи. Ага. Ну да, эти чутка тяжелее. Хотя по своим характеристикам... Ну-ка. 0,8 и 0. Так, а здесь один... Не, ну эти штаны намного лучше. Поэтому извини, Маккензи, твои штаны будут разобраны. Разодраны на тряпки, разобраны. Что по перчаткам? 91, 97. Но мы оставим те перчатки, они пока еще хороши. Если что, потом просто поменяем их местами. Здесь также есть котелок, который я брать не буду. Можем заняться крафтом. Крафтом чего? Вот этой штуки, например. Это что-то из березовой коры, которую мы собирали. Грибы. Еще грибы. Еще грибы. Ух, сколько грибов насобирал. Повязочку из мха сейчас оформим еще. И вот это, шиповничек. Сделать такой вот заготовку такую для чайника шиповника занимает 15 минут. Поэтому таким образом мы как бы зря время не теряем.
а просто ждем наступления ночи. Так, ну-ка. Кань. Соберем. Кровать. Ну, в целом уже настолько темно, что можно как бы и спать. Факел делать мы не будем, нас это не интересует. Труд тоже делать мы не будем, его и так целая куча всего. Значит, нужно наесться, напиться. Давай еще I'd better find some water. поешь кролика, пожалуйста. Еще кролика. Еще батончик давай, лупани. Какой прожора, столько ест и вообще. Давай крекеров. Вот так. Я так чувствую, что сейчас нам еще придется и на рыбалку идти. Ну хорошо, вроде наелся, теперь выпить. Давайте напиточек выпьем. Есть. Ну и просто водой запьем. Хорошо. А теперь спать. Можно смело сказать, что вовремя на нашем пути попался этот домик. Мы, кстати, от значительного количества веса сейчас избавились, наелись, напились. Сейчас еще выпьем напиточек. Ты у нас отдохнул, типа, да? Отдохнул, но при этом слишком темно, чтобы что-то делать. Окей, но у нас же есть лампа. Так, конечно, чашку чая мы заберем. Ну, одну книгу тоже, да. Не зря мы столько всего съели, место для книги освободили. Все, я думаю, пора выходить. Не знаю, есть ли смысл нам идти на озеро. Я думаю, нет, так как... О, металлолом. Ну, пускай он здесь и лежит. А еще здесь есть точильный камень, который можно поточить, кстати, как его называют? Топорчик. Топоренок. Он еще в приличном состоянии, набор для шитья. Как я сразу этого не заметил. А сейчас в темноте с лампой заметил. И топливо для фонаря. А еще коробка, в которой непонятно что лежит. Таблетки для воды, леска, крючок. А давайте скрафтим удочку. Полено брать не будем. Бери, пожалуйста. Крафт. Мы же можем удочку сделать. Удочка, да, начать делать. Окей. Теперь можно отправиться и на рыбалку. Снова нам нужен фонарь. Слишком темно. Есть. И аптечка. Нашему другу нужны медикаменты. Кстати, у нас-то есть медикаменты, не понимаю. Не понимаю, почему бы не дать ему какого-нибудь обезболивающего. Полетели. Воу, тут прям метель. Страшно. Холодно. Бегать нельзя. Но нам, собственно, особо и не надо бежать никуда. Главное не потеряться. Зато плюс, что в такой метели... Плюс в такой метели в том, что волки не бегают. Но температура прям критична, очень холодно. Даже несмотря на нашу хорошую одежду, она максимально теряет температуру.
Нам вроде как в ту сторону. Да, давайте на всякий случай убедимся в этом на карте. Да-да, нам в ту сторону. Давайте еще глянем задачки наши, задачки. Окей, окей, окей. Нет. Выловите 3 килограмма рыбы. Это школа выживания. Типа дополнительное задание. Но потом на обратном пути, может, половим, если у нас будет на это время и желание. Пока надо бежать. Там впереди нас ждали еще какие-то вагончики. Сейчас в них можно будет спрятаться от ветра, чуть-чуть погреться, если это будет необходимо. Но судя по погоде, то это будет необходимо. И сейчас мы добежим до точки, куда нужно добежать. Посмотрим, где это. Я надеюсь, путешествие пройдет успешно. И освоение данной территории, наверное, уже оставим на следующую серию, так как время уже затягивается. Начинаю замерзать. Нужно найти место, где согреться. Закрытый вагон, и открыть его нельзя. Как всегда. Как всегда. Холодно. Прям действительно холодно. Прыгать он не умеет. А я-то хотел в вагоне... Но зато буря вроде как утихомирилась. О, здесь еще вот эти штуки есть. Очень полезные, кстати. Ткань, перчатки. Окей, все это мы заберем. Не знаю, может там еще что-то валяется. У меня как бы особо нет времени это все обыскивать. Буря утихомиривается, уже у нас всего 2 палочки падения температуры. Начинается риск переохлаждения, но скоро станет все хорошо. Не переживай. Маккензи, все будет нормально. Сейчас согреешься. Когда же светло наконец станет? Посмотрите, вон, солнце уже почти вышло, а светло еще не стало. Там бродит волк уже, буря утихла и начал бродить волк. Прекрасно, давайте. Я зажигаю этот факел. Я не хочу биться с волком. Волк. Отстань, пожалуйста. Тихо, тихо, тихо. Видишь, факел у меня. Бойся. Да-да. А ты так не умеешь. А чё по температуре вообще? Температура воздуха минус 23 и ветра минус 8. Нормально. Это при том, что буря утихла. До этого было, наверное, вообще там минус все 50. Ну, на то оно и утром. Утром обычно всегда холодно.
Судя по солнцу, сейчас где-то... Не, ну учитывая, что типа зима, светлеет поздно, может уже и часов в 8 утра. Кто знает. А я вижу еще вагончик. Маккензи, а где твои перчатки? Почему ты вот в руке факел несешь, а факел без перчатки? Ой, рука без перчатки. Я-то знаю, что у тебя есть. Не прорисовали рукавички. Перо. Мертвый человек. Thank goodness. Рабочие штаны. Ну, мы, конечно, на них посмотрим. Еще патроны, Looks like a спички. new day is dawning. Газеты я брать не буду. И так перевес ткань возьмем. Да, я смелый. Я с волком тут играюсь в прятки. При этом дверь не закрываю. Мне не страшно. У меня есть факел. Но, дружище, мне повезло чуть больше, чем тебе. Я могу продолжить свой путь. Поэтому я пошел. Все, не речи, он там есть тебе друг, иди пообщайся. Вот там радиомаяк. Ну, скорее всего, да? Сейчас глянем по карте. Ой, где карта? Сейчас глянем по карте. А не, мы уже прошли, значит там не маяк. Не знаю. Волк, ты когда-нибудь отцепишься от меня или нет? Сейчас глянем, что тут на знаке нарисовано. Волк. Не нервничай. А, это значит территория, где была лесозаготовка. И это об этом знак. Там вон тоже какие-то вороны летают и что-то там есть, но я не буду отклоняться от нашего пути, особенно учитывая тот факт, что волк-то нас подгоняет, говорит, быстрее, давай, я в тебя верю, ты можешь. Я тоже в тебя верю, волк. Ты тоже можешь на меня не напасть. Я, в принципе, уже вижу края, так сказать. Там вон табличка какая-то висит, и видно, что скалы. Где-то там что-то построено. Что? Факел мой догорает, волк, пора его к тебе бросать. Нет, ты не испугался. Зажигай! Блин, монтировкой тебя. Фу. Да. Не помог факел. Но мне нужна аптечка. Использовать... Мне все еще нужна аптечка. А бейсбол у нас это чай из шиповника. Давайте возьмем и выпьем его. Хоп. Все, вылечились. Взять. Так, ничего ли я не потерял? А чё, ты даже меня не погрыз, волк? Ну-ка, точно кровотечение? Нет кровотечения, нормально. Это хорошо. Получается, вся эта кровь, это волк кровь. У меня-то кровотечения нет.
Наверное, одежду подрал, придется чинить. Да ладно, успокойтесь вы. Где ты? У меня еще ружье есть, и я напомню. На секундочку. Ну, возможно, волк от меня тот прошлый так быстро отстал, потому что факел рядом горел, он типа еще испугался. Я-то уронил его, когда упал. Там вон тоже какой-то водопадик внизу с этой стороны. Что? С этой стороны, в принципе, ничего. Олени ходят. Волк, там 2 оленя есть. Иди покушай. Carter Dam. Ну-ка. This place has seen better days. Антисептик. Эх, ключи от машины не оставили. Но за антисептик тоже спасибо. Что тут? Аккумулятор. Нормально, нифига себе. Возьмем. Ладно. Давайте зайдем вот в ближайший дом. Очень тяжело из-за аккумулятора. Не, это будет слишком долго. Давайте бросить. Волк, отвали, пожалуйста. Вон, пойди, аккумулятор поешь. Аккумулятор, ну, раз он есть, то по-любому он нам понадобится для того, чтобы что-то где-то подключить. И поэтому его надо бы сберечь. Бейсбольная шапка. Сейчас я здесь, короче, все выкину максимально. Hope I can still eat this. И пойду заберу аккумулятор. И занесу его, ну, наверное, сюда. Кровать. Нормально. Либо в другой домик тоже сначала осмотреть и там все выкинуть. Горючее. Что, вроде все. А, вот еще красный чемоданчик какой-то стоит. Аптечка. Hope nobody needs this. Антисептик, антибиотики. Пойдемте в другой дом, который напротив. Волк, угомонись, пожалуйста. Я же что тебя попросил? Иди, там олень есть. Так, предупреждение команде по обслуживанию в зимний период. Ну-ка, это может быть и важно. Команда Брейгерхауза по обслуживанию территорий в зимний период насчет дамбы Картера. Мы знаем, что многие из вас проводят свободное время и перерывы на территории дамбы. Напоминаем, что проход на дамбу запрещен, так как сооружение сильно повреждено и небезопасно для людей, а особенно нижняя часть. Если это для вас недостаточно убедительно, сообщаю, что страховая не покрывает полученные на территории дамбы травмы. Лечиться будете за свои кровные. Бригадир команды номер 17. Ясно, это еще одно напоминание, что там опасно. Опасно. Давайте-ка мы сейчас быстренько тут все осмотрим. Повыкидываем вещи просто в кучу. Поношенные ботинки, это нам не интересно. Напиток, это интересно. Фонарик, это интересно. Спички, набор для шитья. Хорошо. Хорошо. Вот тут прям... Ага, мы еще стол не обыскали. Есть. Стол обыскан.
все вроде осмотрели. Вот здесь прям все выкидываем. Сейчас. Нет, вещи мы не выкидываем, мы выкидываем прям такое все. Все, что нам не надо, бросить. Лампа. Так, лампу же можно заправить, да? Бросить. Действия. Заправить. Ну-ка, заправь, пожалуйста. Оп. Есть. Угу. Бросить, бросить. Это пока аккумулятор будем тащить. Я вот, вот я для чего. Вот я куда. У нас там был уголь. Уголь. Давайте. Уголь много весит. Бросить весь. Палки непонятно откуда набираются. Я их так, походу, собираю. Вон 30 штук палок выбросил только что. 4 книги. Ну, книги это понятно. Металлолом бросить. Вот это вот бросить. Бросить всю ткань. Вот это все бросить. Здесь у нас такой себе склад. Сколько жратвы. А он голоден вообще, наш персонаж-то голоден, собственно. Смотрите, сколько тут кроватей. Сейчас бегаем за аккумулятором, занесем сюда. Просто, чтобы волки не несли. А то я их знаю. Ага, все, бегать ты не можешь, просто потому что ты несешь аккумулятор, окей. Но зато ты можешь ходить. Прилично. All this gear is slowing me down. Я не знаю, для чего конкретно понадобится аккумулятор, но по-любому он понадобится вот там. Или хотите сказать, что аккумулятор нам понадобится для радиостанции, которая у нашего Зверолова находится? Наш склад. Давайте. Бросить. А что? Стоп, а что с тобой можно сделать? Starting to weigh me Секундочку. Действие. Свинцовый лом будет, если мы это разберем. Только разобрать это нельзя. А, не, можно разобрать. Или нельзя? Не понял, короче. Вот это точно можно собрать. Что тут еще такого бесполезного для нас? Но остальное все окей вроде. Ну, перчатки вот эти вот тоже. Ой, бросить, собрать. Они нам не пригодятся. Они в весьма плохом состоянии. По качеству одежды все, ну, вроде неплохо. Ага, вот эти штаны. Так, надо бы зайти сюда и тут сравнивать штаны. 1.405, 1.409. Нифига себе, но они тяжелее. Они мешают бегать сильнее. У них лучше защита, и у них чуть-чуть защита от влаги. Но они тяжелее. Поэтому мы их бросим. Все-таки бросим. Хотя можно, конечно, на верхний слой. Можно, конечно, на верхний слой их и надеть, а на нижних пускай будут эти штаны. Окей. Хорошо. Давайте наденем рабочие. Носить. Нет, наоборот. Так. Носить. Вот сюда наденем. Все.
У этих защита от влаги это получше будет. 93-94%. Здесь 97%. Тут будем носить эти штаны. А эти бросим пока что. Хорошо. Мы еще можем шкафчики эти поискать. Я ж выбросил ломик наш. Вот он, гвоздодер. Пошлите к шкафу. Так, бросить. That stuff will come in handy. Возьмем. Новый толстый шерстяной свитер. Это может быть и вода. Вода это прям хорошо. Вода у нас как раз закончилась вода. Тонкий шерстяной свитер и свитер Маккензи. Ну-ка. Ну тут определенно лучше, конечно, толстый. А если сравнивать его со свитером Маккензи, то все равно лучше толстый. Окей. Ну, тогда вот так носить. Хорошо. А тот свитер будем разбирать. Все. Здесь мы и заночуем. Ну, как заночуем? Здесь мы заканчиваем с вами серию. Сейчас еще глянем, что в этой Should коробочке. end up being Патроны. useful. И американский РП. Крутяк. Что ж, дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь. Мы продолжим с вами в следующей серии. А с того, что отправимся на эту станцию и посмотрим, что там есть, что там нужно. Я уверен, это тоже ключевое место. До новых встреч. Всем пока. Ставьте лайки, комментируйте. Смотрите хорошие игры.